Привет, друзья, и добро пожаловать на премьеру новой рубрики гайдов «Учимся играть с нуля». Сегодня мы обсудим достаточно интересную тему касательно того, на чем лучше играть в Mortal Kombat. Именно Mortal Kombat 11, а не другие файтинги, потому что для каждого файтинга может быть свой лучший рабочий инструмент. Также я покажу вам, как наиболее правильно держать геймпад, на котором вы играете в МК. Приступим! На самом деле вы знаете, что инструментов для игры в МК достаточно много. Есть люди, которые могут стабильно хорошо играть не только на клавиатуре, но и на руле. И такие случаи действительно были. Поэтому в данном видео я скорее расскажу свой личный опыт и свое личное мнение по тому, на каком девайсе лучше нагибать Mortal Kombat. Разберем плюсы и минусы того или иного девайса, и вы уже сами сделаете вывод. Разберем мы сегодня три самых популярных девайса, которыми пользуется большинство игроков. Это DualShock 4, Xbox One контроллер и, конечно же, клавиатура. На чем же лучше играть? Я часто слышу вопросы от зрителей по типу «я играю на клавиатуре, стоит ли мне переходить на геймпад» и тому подобное. Давайте начнем с контроллера PlayStation 4, пока DualSense еще не вышел. Забегая вперед, скажу, что это мой выбор игры в МК. И более того, это самый популярный выбор в киберспорте по данной игре. Давайте пробежимся по плюсам данного контроллера. Я не буду говорить, что он очень удобный, ибо для каждого человека свой девайс будет наиболее удобным. Первым плюсом данного контроллера я считаю его используемость на официальных турнирах и неофициальных событиях. Сами посудите, если вы поедете на какой-нибудь турнир, то везде увидите именно PS4. Не Xbox One и даже не ПК, а именно PS4. Вам не нужен никакой переходник, вы просто приходите, соединяете разок провод и все, ваш девайс отлично работает по Bluetooth. Добавим к этому большой процент использования именно PS4 в нашей стране по сравнению с Xbox, то получим весьма ощутимый плюс. Следующим плюсом можно считать навороченность. Sony влепила в свой геймпад тачпад, динамик и просто суперскую кнопку Share, которая для пользователей PS4 как бальзам. С этой кнопкой ты легко загружаешь скриншоты, стримишь и сохраняешь важные материалы. Конечно, если вы на ПК, то этого всего минимуме, но для PS4 в этом есть плюс. Ну и главным, по моему мнению, плюсом является эргономичность данного геймпада. DualShock 4 это самый простой по дизайну контроллер, при этом одновременно является самым актуальным в мире. Стандартное расположение кнопок, привычный мини-джек, а не к черту что у Xbox контроллера, ну и конечно же крестовина, самое главное при игре в МК. И да, при игре в МК вы должны использовать именно крестовину, а не сосочки. Почему? Потому что на крестовине более точный ввод нажатий кнопок и гораздо меньше шанс задеть лишнее направление, как часто бывает при игре на стике. Мне очень нравится расположение крестовины на DualShock 4. Большой палец, которым мы играем, лежит на стрелочках без какой-либо нагрузки. Вспоминайте Xbox One контроллер. Вам надо согнуть свой большой палец, чтобы управлять вашим персонажем. В целом, если привыкнуть норм, но то, что вы напрягаете слегка кисть, это да. Стрелки на DualShock очень мягкие и приятные для нажатия, но играя в файтинге вылетает главный минус этого контроллера. Стрелки портятся спустя несколько месяцев. И как же это бесит! Все мои знакомые в МК хоть раз меняли этот контроллер просто потому, что у них рвутся резинки на крестовине. А я напомню вам, сколько стоит данный геймпад. Ни много ни мало 4 куска. Конечно, вы можете заказать резинки с Китая и разбирать каждый раз и менять их. Но вот что я вам скажу. У меня здесь 10 запасных резинок. Говно. Они совсем не такие, как оригинальные резинки, а оригинальные найти почти нереально. Поэтому я надеюсь, что в новом DualSense резинки будут более долговечные. Вторым минусом я бы посчитал совместимость ПК. Сейчас уже Steam имеет официальную поддержку DualShock 4, но это не отменяет факта, что за Steam и на других площадках без драйверов и специального софта ты его нормально не подключишь, в отличие от Xbox One контроллера. К сожалению, у меня не оказалось при себе Xbox One контроллера. У меня 4 PlayStation-овских. Но в целом там все очень похоже на DualShock 4. Однако этот геймпад еще более простой. Здесь используются батарейки, он не такой напичканный, как геймпад у Sony, но безусловно его плюс это совместимость с ПК. Тупо подключай к ПК и делай что хочешь, вот это очень удобно. А в остальном, как я ранее говорил, без переходников ты на турнирах данный геймпад не подключишь. Плюс расположение стрелок на любителя для игроков файтинги, да и сами стрелки явно другие.
По отзывам пользователей, на данной крестовине неудобнее играть, чем на крестовине DualShock 4. Однако здесь все же дело привычки возьмет свое. Если вы думаете, какой геймпад брать под МК, я бы предпочтение дал DualShock 4. Клава. Я знаю, о чем вы думаете. Да, действительно, на клавиатуре играет несколько крутых игроков. Первое, что хочу вам сказать, клавиатура это более сложный девайс, и многие играют в МК именно на клаве. Что ж, давайте разберем плюсы и минусы, и я попробую объяснить вам, почему клавиатура не является инструментом для нагибания всего мира. Первый плюс клавы – это его доступность. Пятихатка, и ты можешь идти нагибать. Плюс добавим к этому огромную популярность ПК-коммуны ПМК в России, получаем основной девайс игроков на ПК. Вторым же плюсом я бы отметил более точный ввод кнопок. Что это значит? В МК-11 у некоторых персонажей очень сложный ввод спецприема. Чаще всего это командники, то бишь командные захваты. На геймпаде нужно быстро переносить большой палец кнопки на кнопку, чтобы успеть прожать, в то время как на клаве все пальцы на нужных кнопках и легче прожать командный бросок. На этом, к сожалению, плюсы заканчиваются. Еще раз скажу, что для каждого игрока определенный девайс будет удобным. Но в случае с клавиатурой есть некоторые моменты. Во-первых, клавиатура это ничуть не турнирный девайс, и придя на какой-нибудь турнир, ты просто не сможешь ее подключить. Если геймпад еще можно подключить по переходнику, то клаву нет. Конечно, важно сказать, что существует еще вот такая штука – хитбокс или аркадный стик. И по сути это та же клава без лишних кнопок, да и кнопки побольше. Но такая махина стоит гораздо дороже клавы, поэтому главный плюс теряется. Вы можете за эти деньги купить геймпад, и уж поверьте, привыкнуть к геймпаду сможет каждый. Главный момент, который смущает меня в клаве, это задействованность почти всех пальцев. На геймпаде вы управляете двумя пальцами, которые тренируете их для более быстрой реакции. На клаве вы используете почти все 10. Сами представьте, попробуйте сыграть на фортепиано двумя пальцами, а попробуйте что-нибудь всеми. Очень сложно. Я хочу сказать, что при игре на клавиатуре все ваши пальцы должны быть задействованы с вашим мозгом. И если вы не пианист, поначалу вам будет очень неудобно. Потом вы привыкнете, и вам будет очень комфортно. Но как только вы дойдете до определенного уровня игры, где вам потребуется очень быстро и мобильно двигаться, ваш перст будет тупить. На геймпаде за движение отвечает лишь один палец, который вы тренируете каждый раз, который способен со скоростью молнии выполнять различные трюки в игре. На клавиатуре вам потребуется больше практики, это моторика пальцев рук. Что ж, исходя из сказанного, мой личный совет это DualShock 4. Конечно, вы можете взять любой другой дешманский геймпад, но геймпад Sony это лучший выбор, по моему мнению, на данный момент для игры в МК. Контроллер Xbox One тоже как вариант, но за те же деньги лучше купить DualShock. Что касается клавы, то важно понимать, что это любительский девайс. Ни один профессиональный игрок не играет на клавиатуре. Аркадный стик – другой разговор, но стоит он немало, да и для МК он не так сильно нужен, как, к примеру, для Tekken. Поэтому если вы играете на клавиатуре и не собираетесь участвовать на турнирах, то в принципе норм. Но лучше прикупите геймпад, или хотя бы подождите выхода нового DualSense. Даже если вы никогда не играли на геймпаде, вы привыкнете. Это очень простой девайс. Клавиатура может задерживать вас на определенном уровне. Это не факт, никто не проверял, но то, что профессиональных игроков на клавиатуре нет, добавляет немного сомнений. Напоследок покажу вам, друзья, как правильно держать геймпад на примере DualShock 4. Многие держат геймпад вот так. Нубы держат вот так, а некоторые вообще вот так. Я, как игрок, увидевший вживую, как лучшие игроки в мире держат свой девайс, могу точно вам показать. Не буду врать, я и сам держу геймпад таким способом. Чтобы вы понимали, Sonic Fox и Ninja Killa держат свой девайс именно так. Возьмите пад в ладони и охватите его плотно всеми пальцами, оставив лишь указательные пальцы на курках. В МК-11 у вас не будут ситуации, где вам нужно будет одновременно нажать два курка на одной стороне джойстика. За исключением интерактабла с броней, но в этот момент вы можете просто на секунду призвать средний палец. Поэтому вам не нужен хват, который используется в шутерах, где требуется держать наготове оба курка. Здесь при надобности вы просто переставляете палец, будто это педали на машине. Оставив лишь указательные пальцы на курках, вы обеспечиваете более сильный хват вашего геймпада. При этом рукоятки геймпада вы должны приложить к ладони так, чтобы ваши большие пальцы без участия кисти дотягивались до кнопок Options и Share.
Теперь парочка советов при игре в МК. Держите пальцы на кнопках. Это часто ошибка, когда новички держат пальцы слегка над кнопками. Конечно, есть проигроки, которые так играют, но у них явно бешеная реакция, и они могут вот так нажимать на кнопки. Но нам это не нужно, держите пальцы на кнопках, чтобы проходило меньше времени на нажатие. Нажимая на кнопки, вы также не должны увеличивать высоту своего пальца над кнопкой. У вас есть серия из 3 кнопок, нажимайте последовательно первую, вторую и третью. Не надо после каждого нажатия высоту увеличивать. Со стрелками точно так же, только здесь вы не просто нажимать должны, а скользить пальцем, не отрывая кнопки. Допустим, есть у меня спецприем назад-вперед. Я нажму его не так, а вот так, не отрывая палец. Правый указательный палец всегда держите над правым дальним курком, ну или на что у вас блок, чтобы вы быстро могли нажать блок, если что. В целом это все. Тренируйтесь прожимать то, что вы не можете, до тех пор, пока не будете делать это стабильно, и я думаю, вы легко научитесь.